Земля. Насколько нам известно, это единственное обитаемое небесное тело во Вселенной. Почему? Чем наша планета так особенна? Ответы кроются в далеком прошлом Земли. Чтобы их отыскать, нам надо совершить путешествие в прошлое и увидеть первых ходивших по Земле людей, проехаться по континентам, движущимся навстречу друг другу, повстречаться с динозаврами-убийцами, погрузиться в океаны, кишащие причудливыми формами жизни, почувствовать лютый холод мировых ледниковых периодов и испытать всю ярость космических ракетных ударов. Нам надо отправиться назад в прошлое, в те времена, когда произошло рождение самой Земли. Тогда мы сможем воссоздать невероятную историю нашей планеты и узнать, почему все мы тут существуем. Земля. Биография планеты. Наше путешествие начинается почти 5 миллиардов лет тому назад. Но этого не может быть. Никаких следов нашей прекрасной голубой планеты. Есть лишь только что родившаяся звезда, наше Солнце, окруженное всей этой пылью. Но еще слишком рано. Земля еще даже не сформировалась. Чуть ускорив время, мы увидим, как от силы тяжести пыль стягивается в крошечные камни. Кажется невероятным, что нечто столь сложное, как планета, состоит не более чем из пыли и камней. В течение миллионов лет силой тяжести эти камни стягивает вместе, и образуется Земля. Одна из, по меньшей мере, сотни планет, вращающихся вокруг Солнца. Но 4 миллиарда 540 миллионов лет тому назад наша планета была больше похожа на ад, чем на дом. Вблизи температура превышает 1200 градусов Цельсия. Воздуха нет. Лишь углекислый газ, азот и водяной пар. Тут так жарко и так много токсинов, что, подойди мы чуть ближе, мы бы вмиг сгорели и задохнулись. Вновь образовавшаяся планета — огненный шар из камней в жидком состоянии. Твердых поверхностей почти нет, одно лишь бескрайнее море лавы. Молодая планета под названием Тея направляется прямо на нас. Размером с Марс она движется со скоростью около 15 километров в секунду. Это в 20 раз больше скорости пули. Сила тяжести нарушителя деформирует поверхность Земли.
взрывная волна прокатывается по планете. Обе молодые планеты будто превращаются в жидкость. В космос выбрасывает триллионы тонн обломков. Но всего за 1000 лет сила тяжести сотворила чудо, превратив обломки в кольцо из огненной пыли и камней, вращающиеся вокруг Земли. И вот из этого кольца формируется шар диаметром более 3000 километров. Мы наблюдаем за рождением нашей Луны. Она куда ближе, чем Луна, известная нам. Не в примерно 400 тысячах километров, а в 22 тысячах. Над остывшей землей встает солнце. И заходит спустя всего 3 часа после рассвета. Из-за удара Земля стала вращаться так быстро, что весь день длился всего 6 часов. Дни хоть и проходят быстро, меняется Земля медленно. Чтобы понять биографию нашей планеты, надо быстро прокрутить вперед миллионы лет. Метеорный дождь. $3 миллиарда 900 миллионов лет тому назад нас атакуют обломки, оставшиеся от формирования Солнечной системы. Взгляните на эти странные кристаллы внутри метеоров. Они похожи на крупинки соли. Такой же солью вы солите картошку фри. А внутри крохотные капельки воды. Похоже, в этих смертоносных ракетах может оказаться крайне необходимая составляющая жизни на Земле. В метеоритах содержится лишь небольшое количество воды. Но они бомбят Землю более 20 миллионов лет. И в результате возникают водоемы. Вода собирается на твердом грунте. Ядро Земли остается расплавленным, а поверхность остыла до 70-80 градусов Цельсия, как раз чтобы могла образоваться кора. В будущем мы, возможно, проглотим эту воду, утоляя жажду. Каждому глотку, каждой луже, каждой капле воды в каждом океане миллиарды лет. И, быть может, чтобы добраться до нас, она преодолела миллионы километров внутри метеора.
Земля обрела более привычный вид, но тут по-прежнему опасно. Скорость ветра превышает скорость самого разрушительного современного урагана. Этот мегаураган был поднят быстрым вращением планеты. Из-за близости к Земле тяготение на поверхности Луны непреодолимо. Оно поднимает огромные волны, прокатывающиеся по поверхности планеты. Но со временем Луна отдаляется, волны успокаиваются, и планета начинает вращаться медленнее. Через 700 миллионов лет после рождения планеты ее поверхность покрыла животворящая вода. Но не только. Там есть кое-что еще. Крошечные острова. Кажется, что они возникли из ниоткуда. Хотя это... Расплавленная горная порода прорывается сквозь земную кору, вздымаясь над океаном. Со временем лава остывает, формируя вулканический остров. Так и образуются эти острова. В будущем они соединятся, образовав первые континенты. На зарождающейся Земле есть вода и суша. Она начинает походить на ту планету, которую мы называем домом. Но атмосфера здесь токсична. Стоит страшная жара. Никто бы тут не выжил. Метеорный дождь идет со времен формирования планеты. Но теперь, спустя 3 миллиарда 800 миллионов лет, в атаке наступила новая жестокая стадия. Что-то повредило орбиты этих метеоритов. Они уже принесли на планету воду. Но в них есть кое-что еще. Растворяясь, метеориты высвобождают свои минералы и переносят углерод и простейшие белки, аминокислоты из космического пространства на дно океана. Темно. Солнечные лучи не доходят дальше 300 метров. Температура почти минусовая. Это должно быть мираж. Город подводных труб. Это не дым, а какая-то горячая жидкость. Морская вода просочилась в землю через трещины в коре, по пути становясь горячее и собирая газы и минералы. Эта мощная смесь и выбрасывается назад в океан. Она и возводит эти башни. Добавьте к этому все минералы и химические вещества от метеоритов. Вода стала химической жижей. Узнать, как или когда, невозможно.
Но как-то эти химические вещества соединились и создали жизнь. Вода теперь кишит микроскопическими организмами. Эти одноклеточные бактерии – самые ранние формы жизни на Земле. Это определяющий миг в биографии планеты. Микроскопические организмы развиваются. Но потом, в течение сотен миллионов лет, ничего не меняется. Нет никакого прогресса. Никакого эволюционного шага вперед. Единственные живые существа – это одноклеточные бактерии. Чтобы найти более сложные формы жизни, нам надо совершить путешествие в будущее на 3,5 миллиарда лет назад в мелководную зону океана. Эти вроде бы камни или даже растения, кажется, растут из морского дна. Все они горы живых бактерий, колонии под названием строматолиты. Словно по волшебству, эти бактерии превращают солнечный свет в пищу. Этот процесс под названием фотосинтез использует силу солнечного света для превращения углекислого газа и воды в глюкозу, простую форму сахара, вроде того, что мы добавляем в кофе. И в ходе этого волшебного превращения высвобождается побочный продукт – газ под названием кислород. Под водой строматолиты медленно наполняют океаны кислородом. Кислород превращает следы железа в воде в ржавчину, которая, оседая на дне океана, образует отложения из богатой железом горной породы. Однажды мы будем использовать этот минерал для строительства мостов, кораблей и небоскребов. А над волнами кислород преобразует атмосферу. Эти строматолиты создают единственную важнейшую составляющую жизни на Земле. Без них не существовало бы почти ничего живого. Делая очередной вдох, мы делаем его благодаря этим колониям древних бактерий. За следующие 2 миллиарда лет уровень кислорода становится все выше. Планета вращается медленнее, и дни становятся длиннее. Теперь они длятся не менее 16 часов. Как оказывается, на создание планеты уходит немало времени. 1,5 миллиарда лет тому назад, через 3 миллиарда лет после рождения планеты, еще нет ни сложных организмов, ни растений, ни динозавров, ни людей. Но Земля обладает тем, чего нет ни у одной другой планеты – силой, способной изменить все. Наша планета – красивый голубой шар, испещренный вулканическими островами. 1,5 миллиарда лет тому назад здесь жили простейшие организмы.
Как мы видим, за миллионы лет что-то перегруппировывает острова. Скрытая под океаном земная кора разделилась на огромные плиты. Находящееся еще глубже земное ядро действует. Оно горячее поверхности Солнца. Такое горячее, что создает движение в горной породе под земной корой. Эти движения толкают и тянут плиты по всему миру, унося с собой океаны и острова. Пролетают миллионы лет. Если смотреть на это так, наша планета кажется активной, меняющейся, живой. За 400 миллионов лет обретает формы новый огромный суперконтинент под названием Родиния. На мелководье вокруг Родинии строматолиты творили волшебство на протяжении более чем 2 миллиардов лет, закачивая кислород в атмосферу. Температура 30 градусов Цельсия. Продолжительность дней равна 18 часам. Но это скорее похоже на Марс, чем на Землю. Чтобы найти тут жизнь, нам надо дальше путешествовать во времени. Штат Вашингтон 750 миллионов лет тому назад. Какая-то сила из недр самой планеты разрывает кору. Мир словно раздирают. И есть лишь одна сила, способная на это. Тепло. Вырываясь из расплавленного земного ядра, оно растягивает и ослабляет кору. Год за годом, сантиметр за сантиметром, великий суперконтинент разделяется на два. Из-за большой геологической активности родилось огромное количество вулканов. И они выбрасывают углекислый газ в атмосферу. Повсюду дым и газ. Весь этот углекислый газ перемешивается с водой, превращаясь в кислотный дождь. Горные породы впитывают кислотный дождь вместе с углекислым газом в нем. Сейчас на Земле много горных пород, обнажившихся при разделении континента. Их так много, что огромное количество углекислого газа поглощается из атмосферы и запирается внутри горных пород на Земле. Но для задержки солнечного тепла вокруг планеты углекислого газа в атмосфере недостаточно. Всего за несколько тысяч лет температура падает примерно до 50 градусов Цельсия ниже нуля. Эта замерзшая пустая земля
Южная Австралия 650 миллионов лет тому назад. Начало эпохи Земли-снежка, как называют ее некоторые ученые. По их мнению, это был самый длинный и холодный ледниковый период из всех, что случались на планете. Огромная стена льда, высотой 1000 метров. Лед не остановить. Чем больше льда, тем больше солнечного света отражается от планеты, тем быстрее распространяется лед. А есть еще один ледяной щит, такой же высокий. Два этих щита расходятся от полюсов по направлению друг к другу, встречаясь на экваторе. И вся планета оказывается погребенной под ледяным щитом толщиной до 3 километров. Бывшая сначала расплавленным огненным шаром, планета стала замерзшим ледяным шаром. Почти весь солнечный свет и тепло отражается назад, в космос. Но вечно так продолжаться не может. Что-то должно освободить Землю из ледяного плена. Выживут ли живые организмы подо льдом, когда это произойдет? Как знать? Поверхность замерзла, а ядро по-прежнему горячее поверхности Солнца. Извержения вулканов происходят с тех пор, как мир начал замерзать. Но до сих пор даже их жар и мощь не в силах были повлиять на лед. Вулканы выбрасывают миллиарды тонн углекислого газа. До великого похолодания большую часть углекислого газа впитывали горные породы Земли. Теперь же, когда они окружены льдом, нет ничего, чтобы поглощало этот газ. И он наполняет атмосферу. Словно покрывало, он задерживает солнечное тепло вокруг планеты. Температуры растут. И вот спустя 15 миллионов лет лед начинает таять. Считается, что во время эпохи Земли-снежка лед толкал кору вниз. Теперь же, когда он тает, кора поднимается, что создает изломы, слабые места и все больше и больше вулканов. Высвобождая еще больше углекислого газа, эти вулканы делают температуру все выше. Таяние набирает ход. Уровень кислорода подскакивает. Серией химических реакций лед создал кислород. Пока планета была замерзшей, солнечные ультрафиолетовые лучи вступали в реакцию с молекулами воды во льду, в результате которой образовалось химическое вещество, богатое кислородом – перекись водорода, тоже химическое вещество, что обесцвечивает волосы. Лед тает, и перекись водорода расщепляется, высвобождая огромное количество кислорода.
просыпается. Причем теперь это совсем другое место. Теперь, 600 миллионов лет тому назад, атмосфера стала теплее. Сейчас тут как в летний денек. Продолжительность дня равна примерно 22 часам. Добавьте всю эту воду, и у вас будет идеальный рецепт жизни. До начала эпохи Земли Снежка в океанах возникли простейшие бактерии. Но, конечно, они не могли пережить ледниковый период, который был в 75 раз длиннее всей истории существования человека. Если что-то и выжило, то больше всего шансов найти это там, где формы жизни видели в последний раз – в океане. И вот 540 миллионов лет тому назад в океане, полном кислорода, произошла эволюция этих бактерий. Небольшое их количество должно было пережить великое похолодание. Растения повсюду. И не только. Это похоже на что-то вроде моллюска с панцирем. Называемый виваксией, это представитель нового поколения сложных многоклеточных организмов. Мы вступаем в один из самых динамичных периодов в истории Земли. В период Кембрийского взрыва. Благодаря повышенному уровню кислорода живые существа становятся крупнее. У них развиваются костные скелеты. Появляются черви и губки. И они, трилобиты, дальние родственники насекомых, омаров и даже скорпионов. В океанах живые организмы процветают. Микроскопические бактерии сменяются такими монстрами. Это аномалокарис, длиной около 60 сантиметров. Взгляните на его большие глаза, острые как бритва зубы и конечности захваты. Аномалокарису надо лишь выбрать. Трилобит не может выпрямиться. Его мягкое брюшко не защищено. Это пикаи. Длиной всего около 5 сантиметров, они обладают, быть может, первым позвоночником в истории.
За миллионы лет эта простая структура превратится в позвоночник, позволяющий нам стоять прямо. Мы погрузились в океан, думая, что обнаружим жизнь в руинах. А вместо этого оказались в мире, полном жизни. Там, где питаются падалью трилобиты, охотятся чудовища. А живые существа обретают знакомые формы. Под волнами уже скрыты десятки тысяч видов растений и животных. Кажется, движение жизни уже не остановить. Мы ищем признаки жизни на суше. 460 миллионов лет тому назад сдвиг плит произошел снова. Внизу оказался новый континент – Гондвана. Здесь тепло. Температура 30 градусов Цельсия. Уровень кислорода приближается к современному. Суша вроде бы должна быть покрыта растительностью и кишеть живыми существами. Но здесь почти ничего нет, кроме отдельных участков с водорослями. Есть лишь одно объяснение. Солнце. Оно разрушает поверхность смертельно опасной радиацией. У сложных организмов, которых мы видели в океане, на суше нет ни шанса. Но в 50 километрах над землей, там, где лучи проникают в земную атмосферу, происходит нечто странное. Встречаясь с солнечной радиацией, кислород превращается в другой газ под названием озон. Этот газ обволакивает планету. Этот озоновый слой поглощает смертельно опасную радиацию. За 120 миллионов лет озоновый слой становится толще и не пропускает все больше радиации на поверхность Земли. Не будь этого слоя, жизнь на суше просто не существовала бы. Теперь же, заслоненные от радиации, живые организмы процветают. Те маленькие, покрытые мхом комочки – первые наземные растения. И они выбрасывают еще больше кислорода. Его уровень резко растет. $375 миллионов лет тому назад. Там, в воде, что-то есть. Оно шевелится. Плавает. Это необыкновенная рыба под названием тикталик. Шея позволяет ей приподниматься. Свои плавники она использует как лапы.
Она выходит из воды, где идет бурный рост растительности. В ходе эволюции за 15 миллионов лет у этих существ, называемых четвероногими, вырастают сильные конечности. Они проводят все меньше времени в воде, пока не переселяются на сушу окончательно. Это случилось 360 миллионов лет тому назад. Именно из таких существ и произойдут все четвероногие позвоночные, динозавры, птицы, млекопитающие, а потом и мы с вами. Куда ни посмотри, везде мхи и папоротники. Некоторые высотой по меньшей мере 30 метров. Это семя, которое несет ветер. До сих пор растения размножались спорами, одноклеточными частицами, которым для выживания и роста нужно много воды. Но это семя в километрах от воды. У этого незрелого растения питание и вода прямо на борту. В отличие от спор, это семя может выживать вдали от воды несколько месяцев и даже лет. Скромное семя распространяет жизнь по планете. И все эти деревья и растения выбрасывают еще больше кислорода. Мы вполне могли бы тут стоять и дышать. Сейчас мы могли бы тут жить. Мы проделали большой путь. От комка горящей горной породы и пыли до сине-зеленой планеты, переполненной жизнью. Людей все еще нет, но есть рыбы, растения и это. Это стрекоза. Стрекоза размером с орла. Этого гиганта называют меганеврой. То, что когда-то было лапами, превратилось в крылья, и район охоты стрекозы стал охватывать огромную территорию. Там и многоножки, и пауки, и всевозможные жучки. Эти существа под названием членистоногие были в числе первых, ступивших на сушу. Они существуют уже сотни миллионов лет и выглядят почти так же, как жучки, вторгающиеся в наши дома сегодня. Но есть одна большая разница. Как и меганевра, они чудовища. Мы зашли в затерянный мир гигантов. Туда, где многоножки достигают почти 2 метров в длину, а скорпионы размером с волков. Весь имеющийся в атмосфере кислород позволяет их дыхательной системе работать эффективнее и освобождает пространство, чтобы их тела росли. Ящероподобное существо под названием геланом. Все существа, что мы видели до сих пор, откладывали яйца в воде. Но в этих яйцах есть вся нужная развивающимся геланомом вода и питательные вещества. Малыши растут в своем пруду, где есть все необходимое. Яйцо – это огромный эволюционный шаг вперед.
Теперь животные могут оставить воду, чтобы покорить землю. Наступление возглавит этот детеныш геланома. Это новый вид живых существ – рептилия. Жизнь неизбежно связана со смертью. Многочисленные растительные остатки скапливаются и разлагаются, превращаясь в плотные сырые слои. За сотни миллионов лет эти слои окажутся под горными породами. Жар от земного ядра и давление от вышележащих горных пород превратит эти слои отмерзшей растительности в угольные пласты. Весь уголь, что мы сжигаем сегодня, чтобы отопить дома и разжечь силовые станции, состоит из растений, отмерших 300 миллионов лет тому назад. Среди гнили кипит скрытая от глаз жизнь. Семена вскоре прорастут, растения вырастут, и эта пустая земля вновь станет живой. Похоже, жизнь завоевала планету. Стадо живых существ пасется на сибирской равнине. Это не динозавры. Они не ступят на Землю еще как минимум 20 миллионов лет. Но они большие. Эволюция сделала огромный рывок вперед. Те мелкие ящерицы, которых мы видели раньше, стали гигантскими рептилиями. Это скутозавры, дальние родственники черепах. Они питаются растениями. И если уж травоядные выглядят такими крепкими, плотоядные должны быть очень злобными. Это горгонопс. Идеально сконструированная доисторическая машина смерти. Своими саблевидными зубами горгонопс ранил скутозавра. Хищник наблюдает, как его жертва слабеет от потери крови. Постойте-ка. Он отступает. Происходит что-то странное. Земля становится горячее. Под землей должно быть огромное давление. Пошла лава, но вулкан не один. Извергается весь ландшафт. Это покровное базальтовое извержение. Огромная мантийная струя поднимается из недр земли, выбрасывая расплавленную горную породу через изломы в земной коре.
плодородный рай становится безжизненным адом. Скутозавры и горгонопсы погибают. Они – первые жертвы величайшего массового вымирания, когда-либо случавшегося в мире – пермского вымирания. А на другом конце континента Гондваны как будто ничего не случилось. Идет снег. Хотя температура около 20 градусов Цельсия. Это не снег, а пепел. Осадочные породы от извержений, случившихся в 16 тысячах километров отсюда. Пепел сгорает, и животные по всему миру умирают от удушья. В атмосфере полно сернистого газа от извержений. Пошел дождь, и газ превращается в серную кислоту, сжигая все, на что попадает. Катастрофа, оказавшаяся поначалу локальной, принимает мировые масштабы. Из-за извержений в Сибири растет уровень углекислого газа на Земле. Атмосфера становится горячее. Вода испаряется. Растительность погибает. Казалось, что жизнь наконец обрела опору. Но, похоже, мы ошибались. На суше признаков жизни нет. Но в океанах этого не может быть. Океаны становятся розовыми. Растения, трилобиты, хищники – все исчезло. Все за исключением этих розовых водорослей. Видимо, океаны нагрелись и лишились кислорода из-за новой, более горячей атмосферы. И в стоячей воде выживают только водоросли. Сибирские извержения преобразуют всю планету. Все, включая самые глубокие участки океанского дна в пределах их досягаемости. Взгляните, пузыри. Но это не кислород, а метан, выделяющийся из огромных скоплений метана под морским дном. Метан – парниковый газ, смертоносная сила которого по меньшей мере в 20 раз больше, чем у углекислого газа. До сих пор газ был заморожен. Но из-за повышения температуры в морях газ начинает оттаивать. Высвобождаемый в атмосферу, этот мощный газ еще больше повышает температуры. Почти до 40 градусов Цельсия, что на 6 градусов больше, чем до сибирских извержений. Теперь даже те существа, что продержались до сих пор, обречены. Прошло 500 тысяч лет с момента начала извержений. Все это время, 500 000 лет, лава выливалась наружу.
Сейчас она покрывает территорию размером с Соединенные Штаты слоем расплавленной горной породы глубиной почти 6 километров. %95 всего живого погибло. Выжила лишь горстка существ, взрывающихся под землю и питающихся чем придется. Все же остальное погибло. $250 миллионов лет тому назад все вернулось к тому, с чего началось. К безжизненной планете. Почти. Прошло 50 миллионов лет с тех пор, как почти все формы жизни на Земле были истреблены. Планета преобразилась. Мы возвращаемся на 200 миллионов лет назад. Остался лишь один суперконтинент под названием Пангея, растянувшийся от одного полюса к другому. Планета восстанавливается после травмы, массового вымирания. Температуры стабилизируются. Кислотный дождь нейтрализуется, вновь появляется растительность. %95 всего живого на Земле погибло, а потому есть место для нового вида. Вида, который будет править на планете как никто, ни до, ни после него. Динозавры. Этих динозавров называют амозаврами. Как и все динозавры, они произошли от небольшого количества рептилий, переживших пермское вымирание. Из-за своего 4,5-метрового роста они медлительны и уязвимы. Дилофазавр. 2. Они мелкие и быстрые. Одному дилофазавру огромного амозавра не съесть. А вот двум – да. Динозавры вновь населили Землю. Но ни одному животному не укротить эту беспокойную, изменчивую планету. Тут земная кора утончается, высвобождая лаву. Она ходит ходуном от землетрясений, будто какая-то неведомая сила растягивает ее. То же происходит в месте, которое станет восточным побережьем Северной Америки. Земные плиты вновь приходят в движение. 190 миллионов лет тому назад происходит деление великого суперконтинента Пангеи. Огромный кусок суши отделяется. И образуется пропасть, которая заполняется новым океаном под названием Тетис.
Однажды здесь будет Ближний Восток. Течениями питательные вещества выталкивает в прибрежные воды, текущие по будущей Саудовской Аравии, Ираку и Ирану. А питательные вещества привлекают миллионы рыб. Там, где столько жизни, есть и смерть. Мертвые рыбы и планктон покрывают океанское дно. В ближайшие 10 миллионов лет эти мертвые существа окажутся погребенными под слоями горных пород. Нагревшись от них, древние рыбы и планктон станут нефтью. Каждый литр бензина в наших автомобилях, каждый кусок пластика на планете, краска на стенах наших домов, ковер у нас под ногами, даже мыло, которым мы моемся, почти все возникло таким образом. $180 миллионов лет тому назад. Еще западнее североамериканская плита продолжает отходить от европейской и азиатской плит. Процесс медленный. В год она отходит примерно на 2,5 сантиметра. С той же скоростью у нас растут ногти. Но стоит включить быструю перемотку вперед, и мы увидим, как прямо под нами образуется новый океан и новые континенты. Монреаль отделяется от Марракеша, Нью-Йорк от Западной Африки. Мир обретает привычные нам формы. Пропасть между двумя континентами заполняется, образуя огромный океан – Атлантический. А посреди него вулкан. Мы уже видели смещение плит и знаем, что их вызывают течения глубоко под земной корой. Этот процесс идет там прямо сейчас. Все морское дно было разделено надвое и вытолкнуто наверх в виде гряды из гор и вулканов. Гряды выше Гималаев и длиннее скалистых гор. Вода здесь горячая. Расплавленная лава пробивается из земных недр. Остывая, лава образует новую гряду из вулканических гор и новое океанское дно. Вот что распирает плиты и Пангею. Вот что преобразует наш мир. Эта геологическая активность и делает Землю беспокойной, творческой, уникальной. И каждый раз, когда планета заново себя изобретает, живущие на ней организмы должны приспосабливаться и развиваться. Вроде этих. Это ихтиозавры. Их предки-рептилии жили на суше. Но планета изменилась, и они тоже. У них выросли плавники, и они перебрались в только что образовавшийся Атлантический океан. Длина этого ихтиозавра 6 метров.
Он передвигается быстро, со скоростью около 40 км в час. Самое быстрое существо океана. Самый способный хищник, правивший в океанах Земли 50 миллионов лет. Но появился новый претендент на корону – плеозавр. С телом длиннее автобуса и весом с грузовик. Сила его огромных челюстей превышает силу челюстей белой акулы в 8 раз, а длина его зубов равна 30 сантиметрам. Земля и населяющие ее существа изменились до неузнаваемости. Когда-то это был твердый грунт, теперь Атлантический океан. На этом самом месте мы стояли, наблюдая, как пасутся амазавры и как дилофазавры выслеживают добычу. Быть может, мир динозавров и изменился, но правят тут, как всегда, они. Кажется, что они непобедимы. Это, похожее на землеройку млекопитающее, произошло от небольшого количества млекопитающих, которые пережили массовое вымирание 185 миллионов лет тому назад. Кроме того, на него охотятся динозавры. Вот почему большинство млекопитающих живут на деревьях и под землей, осмеливаясь выходить наружу лишь ночью. Млекопитающие не представляют угрозы динозаврам. Ничто на Земле не в силах оспорить их превосходство. Ничто на Земле. Это обломок горной породы из космоса. Большой обломок. Диаметр этого астероида около 10 километров. Он больше горы Эверест. И он движется со скоростью более 70 тысяч километров в час, прямо по направлению к Земле. Он летит к Мексиканскому заливу, прямо к побережью полуострова Юкатан. Он движется так быстро, что, моргнув, мы бы пропустили момент удара. Если, конечно, не замедлить время. В мгновение ока мир изменится навсегда. В момент удара задний край астероида все еще на высоте примерно 11 тысяч метров. На такой же высоте летают коммерческие самолеты. Астероид ударяется с такой силой, что разрушает все, на что падает. Даже сам астероид мгновенно испаряется.
энергия, высвободившаяся при ударе, равна энергии миллионов атомных бомб. Безопасных мест не осталось, даже так высоко. Некоторые из этих булыжников размером с целые городские кварталы. Взрывная волна расходится от зоны удара, как шрапнель от взорвавшейся бомбы. Через считанные минуты после удара, в тысячах километрах от места падения астероида, Земля подвергается атаке со всех сторон. На нее градом сыплются булыжники. От землетрясений Земля ходит ходуном. На побережье обрушиваются цунами. Но нападение только началось. Струя расплавленной горной породы и пыли растекается, наводняя планету. Все небо действует, словно гигантская солнечная лампа. Поверхность Земли нагревается до 275 градусов Цельсия. Растительность начинает самовоспламеняться. Спустя несколько месяцев после удара дым и пепел по-прежнему преграждают дорогу солнечным лучам. Солнечного света теперь меньше, и растения погибают. Питающиеся ими звери голодают. На фоне такой атаки трудно представить, как что-то может выжить. «65 миллионов лет тому назад от удара динозавры взорвались, попали под шквал камней и сгорели. Господство динозавров, длившееся 165 миллионов лет, закончилось. Но гибель динозавров – это возможность для другого вида. Млекопитающих. Живя под землей, они избежали действия жары и пожаров. Они кормятся чем угодно и кем угодно, живя припеваючи, а более придирчивые в еде существа погибают. Это и есть неожиданные наследники короны динозавров. Одна история заканчивается, и начинается другая. Динозавров больше нет. И, быть может, это шанс для наших предков. Динозавры давно вымерли. На планете царит мир.
В этом новом мире идет эволюция наших предков, млекопитающих. Это озеро, на месте которого однажды возникнет Германия, должно было быть идеальным местом для их обнаружения 47 миллионов лет тому назад. Такого млекопитающего мы еще не видели. У него большие и глаза, и мозг. Это существо Дарвина из Мезеля, или Ида. На вид Ида совсем не похожа на нас, но наличие окаменелости в наше время указывает на то, что от этих существ могли произойти обезьяны, приматы и в дальнейшем люди. Мы заглядываем в прошлое сквозь 47 миллионов лет эволюции. Перед нами, возможно, один из самых ранних известных наших предков. Это озеро находится на кратере вулкана, изрыгая ядовитый газ. Озеро, убившее Иду, сохранит ее в своих бескислородных глубинах. Однажды, когда вода исчезнет, а Ида окаменеет, мы обнаружим ее и признаем, что в этом простейшем примате кроется начало нашей собственной истории. Истории человеческой жизни. Мы все ближе к пониманию, как все, что мы видели, океанские бактерии, ходячие рыбы и подземные грызуны, привело к нам. К пониманию того, как образовалась наша планета. — 47 миллионов лет тому назад. Атмосфера сильно напоминает нашу. Температура равна 24 градусам Цельсия. Продолжительность дня чуть меньше 24 часов. Земля, на которую мы смотрим, почти не отличается от планеты, которую мы называем домом. Почти. Плиты Земли вновь приходят в движение, а на них континенты. Индия смещается на север к Азии. Индийская и азиатская плиты сходятся в битве титанов. Обе плиты проигрывают. Обе плиты сгибаются. То, что однажды было океанским дном, выгибается вдоль линии длиной 2500 километров. Возникает огромная горная гряда высотой 1500 метров. 4500 метров. Теперь уже более 8000 метров. Это Гималаи.
это самая высокая гора Эверест. Ее вершина достает до струйного течения над поверхностью Земли. На этой же высоте летают пассажирские самолеты. Тающий на вершинах снег питает великие реки Ганг, Инг, Янцзы и Желтую реку. Гималаи все равно, что огромная водонапорная башня. Однажды реки в них будут обеспечивать водой почти половину мирового населения. Вот наша планета 20 миллионов лет тому назад. Все континенты и все океаны выглядят такими же, как мы их знаем. Не хватает только одного. Нас, человеческой расы. Для появления человека нужно, чтобы кое-что там изменилось. Вдоль восточного побережья Африки, между плитами, образующими земную кору, появляется огромная расселина. Эта расселина тянется почти на 6000 километров. По ее краю вырастают горы. Вон там. Кажется, примат не человек. Он может остаться на этих деревьях навсегда, но его мир меняется. Словно стена, растущие горы не дают влаги из Индийского океана течь по земле. Становится жарче и суше. Плодородный влажный лес превращается в засушливую саванну. Новый, более жаркий климат уничтожает ареал обитания живых существ. Вынуждает их искать пищу вдали от дома. Перестать волочить кулаки по земле, как приматы. Встать и ходить на двух ногах. Это самый важный шаг в истории человека. Быть может, эта горная гряда на восточном побережье Африки и есть причина, почему мы ходим на двух ногах. Кажется, что этого не может быть. Случайное движение двух плит, возможно, запустило цепь событий, которая приведет к появлению первых людей. Человек и дитя. Такая сцена возможна и в наши дни. Но это 1,5 миллиона лет тому назад. Это ранний вид человека, человек прямоходящий. А это первые следы ног, похожие на наши. Цивилизации прошлого и настоящего, все, кто когда-то жил,
величайшие изобретения и самые гениальные задумки. Человеческая история во всей ее сложности и великолепии начинается здесь и сейчас. Климат снова меняется. 70 тысяч лет тому назад уровень моря падает. Промежуток между Африкой и Аравией сокращается всего до 13 километров. Красное море сужается и мельчает так, что его может пересечь эта небольшая группа людей из Африки. Это представители более позднего вида – человек разумный. Они переплыли море. По мнению ученых, все мужчины, женщины и дети, живущие за пределами Африки, произошли от этих 200 или около того людей. Со временем наши предки размножаются и распространяются в Азию и Европу. Но пока люди движутся на север, на юг идет гигантская стена льда. Европа. 40 тысяч лет тому назад. Прибыв на место, наши предки, представители вида человек разумный, видят, что мир быстро меняется. Становится холоднее. Сейчас, когда должен быть самый разгар лета, растения побиты морозом, а реки замерзли. Изменения в природе, на земной орбите, в уровне углекислого газа, в течение теплой воды на планете, сговорившись, понижают температуру на Земле. Земля и ее обитатели вступают в ледниковый период. Ледники высотой с небоскребы продвигаются в северное полушарие со скоростью 30 сантиметров в день. Медленно и мощно они формируют ландшафт, по которому продвигаются, выдалбливая огромные впадины. Планета уже никогда не будет выглядеть как раньше. И вот где-то 20 тысяч лет тому назад они останавливаются. Большая часть северного полушария покрыта ледяными щитами толщиной до 2,5 километров. Триллионы литров воды оказываются запертыми в виде льда, и уровень моря падает. «20 тысяч лет тому назад из океана появляется полоска суши между Сибирью и Аляской. Это мост между двумя огромными континентами. Проход, через который люди проникают из Азии в новый мир, в Америку. Из всех великих континентов его заселили последним. Последняя великая миграция людей. И где-то там первые американцы. И вот 14 тысяч лет тому назад изменения, повлекшие за собой ледниковый период, меняют ход. Лед отступает, обнажая совершенно иное северное полушарие. Ледники выдолбили огромные впадины, которые, наполнившись водой, превратились в североамериканские Великие озера.
6000 лет тому назад. Лед отходит назад к полюсам Арктики и Антарктики. Проделав путь длиной 4,5 миллиарда лет, мы вернулись домой. Это наш мир, наше время. Теперь мы впервые можем воссоздать невероятную историю нашей планеты. И можем понять, как и почему все, что мы видим вокруг себя, сегодня существует. Начиная от неба над нами, воды, необходимой составляющей жизни, земли у нас под ногами, и заканчивая жизнью. Эффектное следствие цепочки катастроф и совпадений. Каждая победа, каждое бедствие – это шаг на пути, ведущем сюда. Каждому из нас прямо сейчас. Но история Земли на этом не заканчивается. Много чего произошло, но произойдет еще больше. Земля будет жить еще как минимум 4,5 миллиарда лет. Все, что мы видели во время нашего путешествия, лишь половина истории. Только представьте, какие чудеса, ужасы и причудливые существа ждут нашу беспокойную творческую планету. Следующую главу истории Земли еще предстоит написать.